«Привет, Арми! Остановите все!» Потому что в тот момент, когда Чингук сошел с самолета в Инчхоне, весь аэропорт взорвался. Но никто не ожидал внезапного шуга Тэхёна, и то, что он сделал дальше, полностью изменило ход событий. Это меняет все. Хаос обрушился волной, как только Чингук появился у выхода прибытия. Камеры вспыхивали так ярко, что залили весь терминал белым светом, и фанаты кричали его имя со смесью радости, облегчения и недоверия. Все ждали часами, некоторые даже всю ночь, только чтобы мельком увидеть его после его неожиданной поездки в Париж. Но никто не осознавал, что это возвращение не будет обычным. Не сегодня. Потому что что-то, или, скорее, кто-то, вот-вот должно было изменить всю энергетику помещения. Чингук шел, слегка опустив голову, в привычном полностью черном наряде, который делал его одновременно недосягаемым и странно уязвимым. Даже за маской это чувствовалось. Он был измотан, как будто то, что произошло в Париже, не осталось в Париже. Он продолжал двигаться, молча, уверенно, но в том, как он держался, была тяжесть, груз, который отказывался скрываться. Охрана пыталась сформировать барьер, но фанаты продолжали напирать, отчаянно желая рассмотреть его поближе. Аэропорт был штормом из тел и шума, и на мгновение Чингук поднял взгляд, всего на долю секунды, словно ища что-то или кого-то. И тут это произошло, внезапный сдвиг. Рябь по толпе, шепот, который перерос в рев, потому что с противоположной стороны терминала, спокойный, но, несомненно, намеренный, появился Тэхён. Он не должен был там быть. Никакого расписания, никакого объявления, никаких утечек от персонала. Просто Тэхён, вошедший в хаос так, будто он принадлежал этому месту, будто он точно знал, что делает. Фанаты замерли. Камеры резко поднялись. Никто не мог обработать это достаточно быстро, потому что Тэхён пришел не с персоналом, не в маске. Он пришел с целью. Его глаза один раз окинули толпу, а затем с лазерной точностью остановились на Чингуке. В этот момент казалось, что весь аэропорт затаил дыхание. Чингук остановился, просто остановился. И в ту долю секунды, когда их взгляды встретились, шум, мигающие огни, толпа, все это, казалось, слилось в фон. Как будто мир сжался, пока не остались только они вдвоем посреди бури. Тэхён шагнул вперед, медленно, но уверенно, прорезая хаос с невозмутимостью, которая не соответствовала окружающему его безумию. Охрана замешкалась. Они не знали, блокировать его или отойти. Но Тэхён даже не обратил на них внимания. Он просто продолжал идти, пока не оказался достаточно близко, чтобы поза Чингука изменилась, как будто какая-то невидимая напряженность внутри него оборвалась. У Чингука перехватило дыхание, едва заметно, если только вы не следили за этим. Голос Тэхёна был тихим, слишком тихим для камер, но достаточно громким, чтобы Чингук услышал. И что бы он ни сказал, какие бы тихие, простые слова не пробормотал Тэхён, это что-то изменило. Было видно, как плечи Чингука расслабились, как он моргнул немного слишком быстро, как вырвался крошечный дрожащий выдох. Тэхён не прикоснулся к нему, не устроил сцены. Он просто стоял рядом с ним, тихий якорь посреди хаоса. И каким-то образом этого было достаточно, чтобы полностью изменить атмосферу. Фанаты сходили с ума. Репортеры метались. И никто не знал, было ли это запланировано или спонтанно. Но все знали одно. Этот момент не был случайностью. Чингук слегка выпрямился, словно черпая силы из неожиданного присутствия Тэхёна. А затем, после самого слабого кивка между ними, чего-то тонкого, чего-то настоящего, они начали идти вместе, бок о бок, сквозь ослепительные вспышки камер. И вот тогда взорвался весь интернет. Пока они двигались по терминалу бок о бок, атмосфера сменилась с хаоса на своего рода электрическое недоверие. Фанаты больше не просто кричали.
Они реагировали. Некоторые плакали. Некоторые выкрикивали имя Тэхёна. Другие продолжали задавать один и тот же вопрос снова и снова. Почему он здесь? Но громче голосов был звук затворов камер, стреляющих как искры быстрого огня. Каждый фотограф знал, что они являются свидетелями момента, который будет доминировать в заголовках новостей через считанные минуты. Чингук шел на долю ближе к Тэхёну, чем было необходимо. И даже эта крошечная деталь не осталась незамеченной. Люди указывали, шептали, анализировали, пытаясь расшифровать нечто большее, чем совпадение. Тэхён тем временем оставался спокойным, почти слишком спокойным. Он держал руки в карманах пальто, плечи расслаблены, но его присутствие было каким угодно, только не случайным. Это было такое присутствие, которое говорило: «Я пришел сюда не просто так». Охрана боролась. Они пытались сформировать более плотный щит вокруг двоих, но фанаты продолжали напирать, отчаянно желая записать каждый угол. Хаос начинал становиться опасным. Шаги скользили, тела толкались, барьеры дребезжали. Чингук вздрогнул один раз, когда кто-то слишком сильно толкнул его слева, но Тэхён среагировал мгновенно. Он придвинулся ближе, незаметно блокируя давление толпы своим телом. Это было быстро, инстинктивно, как мышечная память. Чингук взглянул на него, всего лишь движение глаз, но в этом было что-то уязвимое, что-то сырое, и Тэхён, без единого слова, ответил ему взглядом, который говорил: «Я с тобой». Это длилось меньше секунды, но это изменило все. Наконец, охране удалось вывести их в менее людный коридор, хотя фанаты все еще следовали за ними, выкрикивая вопросы, на которые ни у кого не было ответов. Эхо их шагов наполнило узкое пространство. Впервые с тех пор, как Чингук сошел с самолета, стало тише. Не тихо, но спокойнее, можно было дышать. Тэхён воспользовался этим моментом, чтобы заговорить, его голос был все еще тихим, почти поглощенным акустикой коридора. «Ты должен был позвонить мне», — сказал он. Чингук замер. Всего на полшага, почти незаметно. «Я в порядке», — ответил Чингук. Но это не убедило даже его самого. Тэхён издал тихий вздох, не насмешливый, а обеспокоенный. «Ты не выглядишь в порядке». Чингук провел рукой по волосам, расстроенный, уставший. В Париже было сложно. «Я знаю», — сказал Тэхён. «Поэтому я и приехал». Эти 4 слова легли тяжелее, чем хаос снаружи. Чингук полностью повернулся к нему. Его выражение лица застыло где-то между замешательством и благодарностью. «Тебе не стоило». «Стоило», — мягко перебил Тэхён. «Ты знаешь, что стоило». И внезапно весь мир за пределами коридора показался неважным. Крики, камеры, вопросы — все это исчезло, пока Чингук смотрел на Тэхёна, словно видел его ясно впервые с момента приземления. На мгновение ни один из них не двигался. Воздух между ними казался заряженным, густым от всего невысказанного. Затем Тэхён подошел ближе. Не настолько, чтобы прикоснуться, но достаточно близко, чтобы Чингук почувствовал исходящее от него тепло. «В следующий раз», — пробормотал Тэхён, — «не проходи через это в одиночку». Дыхание Чингука прервалось. Он посмотрел вниз, затем снова на него с такой мягкостью, которая снова взорвала бы интернет. «Хорошо», — прошептал он. «Не буду». Прежде чем кто-либо из них успел сказать что-то еще, к ним подбежал запыхавшийся сотрудник. «Нам нужно двигаться. Репортеры идут сюда». Тэхён кивнул, но задержал свое внимание на Чингуке еще на одно мгновение, как бы молча убеждаясь, что он действительно устойчив. Только после этого они снова начали идти, ближе, чем раньше. Их темп совпадал, их шаги были синхронны. За пределами коридора фанаты уже строили догадки, делились фотографиями,
анализируя каждую секунду видеозаписи, убежденные, что они только что стали свидетелями чего-то исторического, чего-то настоящего, чего-то, что не должно было случиться, но случилось. И когда Чингук и Тэхён приблизились к выходу, ожидающий их шум был уже не хаосом. Это было предвкушение. Буря, готовая разразиться. Раздвижные двери главного выхода дрожали от давления толпы снаружи. Даже сквозь толстое стекло можно было услышать нарастание голосов. Фанаты скандировали, выкрикивали имена, репортеры кричали вопросы, которые, как они надеялись, разожгут завтрашние заголовки. В ту секунду, когда Чингук и Тэхён шагнули к нему, огни снаружи замерцали на их лицах, как вспышки молнии, предупреждающие о буре, в которую они собирались войти. Чингук медленно вдохнул, готовясь. Он делал это 1000 раз, но сегодня все было по-другому. Он чувствовал тяжесть каждой камеры, каждого слуха, каждого невысказанного вопроса, преследующего его из Парижа. Но рядом с ним был Тэхён, и это изменило ритм всего. Тэхён слегка толкнул его локтем, едва коснувшись, но достаточно, чтобы привлечь внимание Чингука. «Ты готов?» — тихо спросил Тэхён. Чингук не ответил словами. Он просто слегка кивнул, и этот кивок содержал больше правды, чем все, что он сказал в аэропорту до сих пор. Двери открылись. Стена звука мгновенно обрушилась на них. «Чингук, посмотри сюда. Тэхён, почему ты здесь? Это из-за Парижа. Вы вместе. Что между вами произошло?» Вопросы летели, как обломки в торнадо. Телефоны и камеры поднялись так высоко, что создали потолок из светящихся экранов. Охрана усилила свое построение, но энергия была подавляющей, электрической, лихорадочной, жадной. Рука Тэхёна опасно зависла близко к спине Чингука. Не касаясь, но готовая, защищающая. Чингук не отстранился. Напротив, он придвинулся ближе, позволяя присутствию Тэхёна успокоить его, пока они проталкивались сквозь толпу. Репортеры нахлынули вперед, и впервые Тэхён встал перед Чингуком, не агрессивно, но с недвусмысленным намерением. Он заслонил его от микрофона, подсунутого слишком близко, его глаза слегка сузились, и этот крошечный жест вызвал истерику у фанатов. «Тэ защищает ЧК. Что это?» «А боже мой, они идут как единое целое». Охрана направила их к черному фургону, ожидающему снаружи, но расстояние казалось бесконечным. Каждый шаг был еще одной фотографией, еще одним рождающимся слухом. Еще один ракурс того, как они вдвоем становятся вирусными, прежде чем их ноги коснулись асфальта. Хватка Чингука на его сумке усилилась. Тэхён сразу это заметил. «Тебе не нужно ничего говорить», — пробормотал Тэхён, едва слышно под хаосом.